Всем добрый день. Меня зовут Коваленко Александр, я инженер, ученый и физиолог. Начну с цитаты. «Сон человечества настолько глубок, что шанса проснуться остается все меньше и меньше». Дарио Салас Сомер. Должен предупредить, что сегодня вы узнаете больше, чем услышите. А теперь я побуду немного серьезным. 13 января этого года президент Соединенных Штатов Обама заявил о запуске масштабной программы по борьбе с раком. По уровню амбиций ее сравнили с полетом на Луну. Он заявил, что в ближайшие годы ученые США найдут вакцину или лекарство от рака. То же самое заявил нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, ученый, открывший ДНК, биолог, изучающий рак. Настоящим своим заявлением я хочу опровергнуть миф и множество научных концепций о том, что онкология – это мутация клетки, так называемая опечатка генома. Так же, как и световой десинхроз, психосоматика, грибковые заболевания или потеря иммунитета, который якобы с возрастом не способен справиться с мутирующей раковой клеткой. Раковой клетки не существует. Непредвзятый анализ всего спектра общепринятых так называемых мутационно-генных концепций не объясняет удвоение онкологических заболеваний за последние 30 лет. И уж тем более резкое его омоложение. А по самым оптимистичным прогнозам, через 20 лет каждый четвертый будет болен раком. Иначе говоря, большинство ученых мира выбрали ложный путь. Вакцины или лекарства от рака, как и от старости, извините за прямоту, никогда не будет. Потому что рак – это не мутирующая клетка, а внеклеточный процесс и обусловлен множеством факторов, совокупность которых нельзя ингибировать, остановить одной вакциной или таблеткой. Именно это объясняет его устойчивость к множеству на сегодняшний день открытых лекарств и модных ныне таргетных способов доставки его до очага. А хирургический способ до сих пор является самым надежным. И это не обличительный пафос, а попытка помочь, избавить ученых и их спонсоров от потери средств и времени. Времени, которого прежде всего нет у пациентов. Сегодня я хочу заявить об открытии основы всех онкологических патологий, диагноз, после понимания которого начинаются все тактические и стратегические решения в этой области. Это открытие сводит к минимуму все типы происхождения рака и все научные концепции. Категорически утверждаю, что мое открытие безальтернативно. Иначе говоря, что другого объяснения этому явлению нет и не будет. А время так или иначе докажет истинность того, что я скажу сегодня. Ибо сердце слушает медленно, а уши быстро. Именно поэтому прошу вас услышать меня, услышать сердцем и помочь громко сказать об этом. Так мы с вами сможем дать шанс миллионам нуждающихся уже сегодня. А теперь у меня риторический вопрос для ученых и врачей всего мира. Вы замечали, что сердечно-сосудистые заболевания тянут за собой онкологические? Я утверждаю, что онкология – это сердечно-сосудистое заболевание. И сейчас я озвучу два определения этого понимания для ученых и понятное. Итак, онкогенез, неоплазия, новообразование, канцерогенез, злокочисление, малигнизация, киста, опухоль, рак и так далее. Есть совокупный, каскадный, внеклеточный гиперпластический процесс, инкапсуляция, попытка обособления очага окружающим достраиванием системы кровоснабжения. Успешное обособление – доброкачественная опухоль, слабостабильная индурация, наслоение разной степени плотности и состава. А неуспешное обособление есть срыв, непрерывный каскадный процесс обособления, остро растущего разлития гнойного воспаления в окружающей ткани, так называемые эссудативные процессы и инфильтрация. Все это происходит на фоне пульсирующего вдавления в очаг токсичной крови и лимфы через разрушенные гниющие окончания сосудов и непрерывная попытка их восстановления, так называемый путь диссеминирования, распространения.
Очаг – это совокупность отмирающих клеточных структур и скоплений крови, излившейся из поврежденных кровеносных сосудов в полость тела. В науке это принято называть экстравазат. Результат геморрагии или ишемии. А ранее это стеноз, тромбоз, диапедезы, аневризмы, инсульты и некрозы, что является одной из форм патологии сосудов. Разновидность онкологии, соответственно биопсии, и пути диссеминирования обусловлены локацией местной ткани и разрушающейся структурой пульсирующего кровотока, доставляющего к очагу токсичную кровь, лимфу и всевозможные микробиологические остатки различной природы, их секретирование, гниение и инфильтрация. Инициальным моментом, началом неопластического процесса является провоцирующий фактор на фоне ряда накопленных патологических напряжений, о совокупности которых мы поговорим позже. Повторюсь, все вышеописанные процессы абсолютно верифицируются, соотносятся с общепризнанными на сегодняшний день признаками озлокочисления. Я не буду перечислять их, они общеизвестны и общедоступны. А теперь понятный вариант. Приведу на примере головного мозга. Как мы знаем, через шейные позвонки проходят крупные кровеносные сосуды. При искривлении позвоночника в области шеи сосуды пережимаются. Часто это практически полное сужение просвета сосуда. Возникает эффект обкрадывания клеток. Это так называемый синдром позвоночной артерии. По-научному синдром вертебробазилярной недостаточности. Симптокомплекс, обусловленный нарушением поступления питательных веществ и кислорода в клетки мозга вследствие патологии сосудов. Нарушается обратный ток крови, ритм обмена веществ в клетках и сосудах мозга. Часто это нарушение меняет внутреннее кровяное давление в голове. Заметим, давление, которое не фиксируется тонометром, обычным способом. Сначала это проявляется в виде таких симптомов, как искры из глаз, головокружение, головные боли, возможно, тошнота и рвота, анемия языка, атаксия, потеря координации. А с годами это инсульт, деменция, болезнь Пика, Альцгеймера и Паркинсона. Кстати, за 200 лет с тех пор, как Джеймс Паркинсон написал эту патологию, ее, как и другие вышеперечисленные, еще ни разу не вылечили. И если даже не вникать в биофизику, биохимию и физиологию, а просто присмотреться, то нетрудно понять, что, как ни странно, названия, способы лечения и институты, изучающие их, разные, а причина одна. То же самое и с онкологией. Поясню, что я имею в виду. Наш мозг так устроен, что его области отвечают каждой за свои строго определенные функции. Зрение, память, координация и так далее. В науке эти поля называют морфофункциональные поля. А потеря качества кровоснабжения, обслуживания той или иной области приводит к потере, ослаблению клеточных потенциалов в данной области и утере соответствующей функции. У меня пару неудобных вопросов. Кто из ученых, врачей, может сказать, с помощью какого лекарства, укола или таблетки можно исправить искривление позвоночника, восстановить сосуды, кровоток, обслуживание клеток мозга и излечить соответствующую патологию? И кто из ученых скажет, при чем здесь наследственность? В смысле гены. Это я к тому, что недавно ученые из Швеции нашли ген, отвечающий за инсульт. Я утверждаю, что это очередная профанация. Чушь. А 4 июня 2015 года в Вене был концерт генетической музыки. Не удивляйтесь, если скоро найдут быстро мутирующий ген, отвечающий за курс национальных валют. Может, именно поэтому она так быстро скачет и мутирует в слабых, патологически слабых и развивающихся странах. Вернемся к онкологии. Сами же сосуды из-за потери обслуживания теряют тонус, закупориваются. Это атеросклероз, окклюзия и ишемия. А под влиянием давления, гипертония, трескается и кровь вытекает в межклеточное пространство. Мы называем это геморрагия или геморрагический инсульт. Повторюсь, в медицине излившуюся, просочившуюся из разорванных и потрескавшихся сосудов, гниющую кровь
принято называть экстравазат, результат аневризмов и разрывов сосудов, что является последней стадией гипертонии, то, что мы привыкли называть сердечно-сосудистым заболеванием. Эти участки мертвых клеток и вытекшей крови уплотняются, возможно, гниют и не контролируются, не обслуживаются организмом. Назовем это место очаг. Именно это нам показывают на рентгеновских снимках. Эти участки, уплотняясь, давят или гниют, проникая, разрушая соседние участки и сосуды. Вот здесь и начинается процесс окружающего обособления очага и непрерывные попытки восстановления гниющего сосудистого русла. То, что мы привыкли называть неопластический процесс, опухоль или в простонародье метастазирующий по сосудам рак. У меня вопрос к онкологам. Что они лечат? Формат встречи не позволяет рассказать все подробности. Скажу только одно, что гены, как бы их настойчиво не демонизировали, всего лишь предопределяют возможность и влияют не больше, чем на 5-7%, обуславливая строение сосудистой системы, которая и отвечает за множество патологий в организме. Хорошая новость. Хорошая новость в том, что есть способ профилактики и полноценного исцеления. Но его нужно, так сказать, узаконить. И, как показывает опыт, сначала ввести в научный дискурс, а затем в клиническую практику. Вам, журналистам, этот метод известен лучше всех. Это был взмах крыла бабочки. Теперь все зависит от вас. Благодарю вас. Если есть вопросы, я отвечу.